В результате этой дискуссии, в результате докладов и поведения администрации станции, я понял следующее. Администрация, кроме вот этой дурацкой работы по демонтажу крыши центрального зала, больше ничего не видит. Со времен Грамоткина, когда они занялись продажей металла, у них впереди металл, металлисты, их же одно время металлистами называли, не атомщики, металлисты. И поэтому вот сейчас администрация станции убеждена, что они безопасны, это раз. И в связи с тем все остальные, и чиновники, и народ убежден. Там все хорошо, арка стоит, ох, как хорошо, она красивая стоит, птички летают, отлично. Все безопасно. Осталось только крышу снять, и все окей будет. Решение-то я уже видел, там сбрасывали мне, смотрел я его уже. Там явно это уже исчезло. То есть в решении уже есть и ТСМ, топливосодержащие материалы, и работа с ними, и что это опасность. Поэтому основное, я сначала опять начну. Опасность объекта укрытия это топливосодержащие материалы, находящиеся внутри объекта укрытия. И находящиеся на площадке тоже. Они же уже все сверху засыпаны, и все. И пока мы с топливосодержащими материалами первый этап не приведем их в контролируемое состояние, это они сейчас в решении отразили, и контролируемое состояние, и мы не успели, мы, объект укрытия, не успели сформулировать, что такое контролируемое состояние. Нет статуса. Есть два слова: контролируемое состояние. А что это такое? Я сегодня поспрашивал там с регулятором, ребят с ИПБ, у каждого свое объяснение. То есть официального объяснения, что такое контролируемое состояние, нету. Они правильно сейчас пишут. Надо статус определить и сделать программу работ по достижению контролируемого состояния. Это первый необходимый этап. Еще в 1997 году в законе он записан. И с тех пор конь не валялся. Это первый необходимый этап по обращению с топливосодержащими массами. Второй этап – это ТЭО сделать и попытаться понять, что мы хотим и что мы можем делать с топливосодержащими массами. Жалко, не было этого Радника, премьера. Я хотел ему сказать, что, ребята, вы топчетесь на золоте, ходите прямо по нему. Потому что, когда СИП делали, у нас первая оценка СИПа была $1,5 миллиарда. Потом нам в комиссии сказали, любая половина, столько мы не даем. Половина получила 758. Это была начальная цифра. Сейчас 2 миллиарда. Так когда мы оценивали СИП, первые оценки были вместе с работами по ТСМ. Работы по ТСМ в 90-х годах французы, мы, Молитор, говорили, что это еще порядок. 1,5 плюс порядок $15 миллиардов. Сейчас я боюсь называть такие цифры, 15-20, но несколько миллиардов долларов, они. Значит, это первое по этой необходимой работе, которую все забыли. Второе, когда СИП делали, и я был в этой еврейской комиссии, мы втроем, Галя, этот Жестен, директор первого департамента, который занимался этим, и я. И Жестен они уже тогда сказали, что ТСМ убираем, оставляем только стабилизацию и конфаймент. И Жестен мне тогда сказал, первое, мы посмотрим, как вы работаете. Стабилизация, конфаймент. Как вы это работаете? Как Украина отработает? Как это все сделает? Раз. Второе. Когда подойдет время заниматься ТСМ,
то здесь, на Западе, а Жустен сам француз, здесь, на Западе, есть очень много фирм, французские, американские, английские, которые хотят и могут заниматься отработанным топливом. В данном случае ТСМ, после Фукусимы расплавленным тем топливом. То есть объект, который надо смотреть и понимать, что дальше делать. Вот. Я думаю, сейчас вот, теперь немного людей, которые думают, все, вначале говорили, на Чернобыле все закончилось, дальше ничего не будет. После Фукусимы говорят, на Фукусиме все. Вот. Будет, еще будет что-нибудь. Вот. И поэтому вот этот комплекс пониманий, что нужно и можно делать не просто с отработанным топливом, неповрежденным, а вот как Фукусима расплавы, как у нас ТСМ, как в третьем месте будет непонятно, что мне сейчас. Вот. Нужно набирать опыт. Сначала бумажной, потом фактической работы. Вот. И поэтому Жустен говорил, что вот эти фирмы, которые сейчас в 90-х годах занимались топливом и сейчас продолжают заниматься им, они с удовольствием подключатся. Подключатся это раз, и выбьют деньги у своего правительства два. На эти 2 миллиарда, вы думаете, Украина, что ли, выбивала деньги? Выбивали фирмы, которые работали. То есть, кто там внес более-менее какую-то сумму, оп, на тебе эту работу. На твои деньги возьми назад. Вот. Поэтому вот по ТСМ. Первое. Длинно я говорю, итог по первому вопросу. В Украине сейчас ни станция, ни АЗО, ни Минэкология и дальше там, вот, никто не занимается, не думает даже, не то, что не занимается, а и не думает о том, что нужно заниматься топливосодержащими массами. Топливосодержащие массы, кстати, я забыл говорить, они разрушаются. Идет пылеобразование, идет в том числе субмикронная пыль, которая просто висит в воздухе. Вот. Когда я заканчивал работать между Курчатовскими институтами и нашим МТЦ «Укрытие», который сейчас ИПБ, вот, был спор. Я только сейчас не помню, кто из них. Один институт называл, что там десятки тонн, другой институт называл, что там сотни тонн пыли. Это в 90-х годах. Вот. А сейчас вообще никто не считает, сколько там пыли этой. Есть пыль. Вот это обрушение, которое было 17 жовтня 2019 года, в 402-м помещении. Я еще хочу аппликацию поднять, я не знаю, что это за помещение. ГЦН. А? ГЦН. ГЦН? Вот в этом помещении упал хороший блок. Вот. С потолка. Под реактора, естественно, сверху вниз. Вот, с потолка или со стенки, не знаю. Вот. Сверху упал вниз. Вот. Был выброс активности, цифры у них тут все есть. Вот. Выброс активности в подреактор, подарочное пространство. Наружу ничего не ушло. А подарочное, они превысили аварийные показатели по зольной активности подаркой. Были превышены аварийные. Я говорю, все цифры, прочее, тут все есть. Вот. И есть предложение, я еще хочу звонить туда ребятам, до станции вы довели, кто ж читает этот журнал-то? Да. До станции довели вы эти предложения свои или нет? Вот. Дополнительные надо ставить эти ФВУ, фильтрационно-вентиляционные установки, вот, внутри арки, там нет их, оказывается. Вот это обрушение просто привело к аварийному зольной активности в подарочном пространстве. Поэтому пыль, она подвижная. Вот. И вот это опасность объекта укрытия. Отнюдь не крыша. Вот. Это опасность объекта укрытия. Вот. И этим надо заниматься. Контролируемое состояние вначале привести, вот, затем заняться топливом. Вот. Это вот раз.
Потом я еще раз сюда вернусь, когда буду про банк говорить. Вот. Второе по крыше, по этому трубному накату. Я один раз в твоих роликах, по-моему, это вспоминал. Сейчас еще раз повторю. Когда ОСИП рисовался тут у нас, наш персонал рисовал СИП, вот, Молитор все это фиксировал. Потом чистовой вариант этого СИПа поехали в Брюссель, Белоусов Евгений и Галя переводчик, Загаренко. Вот. Поехали в Брюссель. С Брюсселя приезжают, привозят вот эту вот демонтаж нестабильных конструкций. Я вас спрашиваю, как это сказать? Ну зачем ты это сделал? Вот. Ответ классика. Для меня это классика. Ответ у него такой был. Ну что-то же надо делать. Я тут же вспомнил 50 или 60-й год, или 61-й. Вот. Я уже был каким-то начальником на Джасгарганской ТЭЦ. Сижу в кабинете спокойненько. Вдруг, ну, шум-то идет всегда, то есть слышно, изменился шум. Я в зал. Вторая машина вся в пару, белая стоит. Вот. Я туда. Машинист турбины вот так вот. Турбина, генератор, ну, 25 мегаватт, не очень большая, много не побегаешь. Но он вокруг вот так вот бегает. Хоп, Придворов его фамилия, ему тогда лет 40 было. А мне еще и 30 не было. Я его хоп, вот. Ты выбил машину? Нет. А ты чего бегаешь-то? Ну, что-то же делать надо. Вот с этой крышей, ну, что-то же делать надо. И сейчас они из-за этого, ну, что-то же делать надо, все остальное забыли. Просто забыли. Тот забыл машину выбить, эти забыли, что главная опасность, вот она, ТСМ, а отнюдь не эта крыша. Вот. Теперь перед этим круглым я поговорил с этими хлопцами с НИИСКа. 3 фирмы, которые с 1986 года работают по объекту укрытия, это НИИСК, научно-исследовательских строительных конструкций, вот. Это МНТЦ «Укрытие» ИПБ сейчас называется, и Киевский энергопроект. Вот. Так вот, на эту крышу тендер объявили, а победил энергопроект. Победил фирма, которая, ну, монтажники. Они взяли себе, ну, все подряд, НИИСК, и, по-моему, ИПБ тоже, по-моему, взяли. Вот. Так вот, НИИСК для них уже сделал этот проект. Они провели обследование, которое еще, когда я был на громадской раде Аяра, все добивался, что регулятор, давай потребуем, чтобы они провели, после надвижки, провели обследование строительных конструкций. Так НИИСК провел это обследование. И 23-й год, это, ну, где-то в нулевых годах, когда последний раз проводили оценку состояния строительных конструкций, написали, что до 23-го года. Вот. Ну, вот 23-й год уже подходит. Вот. Сейчас они говорят, на 5 лет запросто можно еще продлить. Вот. В 28-м, я думаю, еще раз продлят на 5 лет. Вот. Потому что все это сооружение находится под аркой. На него ж ничего не влияет. Абсолютно. И даже температура практически постоянно все время. На него влияет только землетрус, когда будет. А землетрус, объект, старый объект, он уже пережил. Когда эти друзья били сваи, мне же рассказывали ребята, что там делается. Там сидеть нельзя было. Там трясло корпус весь. Вот. И вот в результате этого трясения 2 обрушения сейчас произошло. Вот. Каких-то блоков. Ну, плита, может, сверху упала, не знаю. Поэтому работа типа что-то делать надо. Ну, есть что делать, надо заниматься действительно тем, что нужно делать. Иначе это опасность. Так вот, под этой аркой, опять я к пыли к этой возвращаюсь, у нас район смерчеопасный. Это написано, мало кто помнит про это, но у нас район смерчеопасный. Я когда еще в зоне работал, в администрации зоны,
это значит до 95-го года. То есть где-то в 92-93 году у нас южнее Лелева прошел смерч. Полоса километра, наверное, 1,5-2 в длину и метров 500 внизу, лесоповал был. Вот. Если такой смерч пройдет в районе, даже не через эту, Рядышком. а в районе пройдет этого самого НБК, вот, то вынос будет ай-яй-яй. Академический институт, это вот я там сказал и ребятам спасибо, и сейчас говорю спасибо. На станции есть ребята, которые работают, хлопцы, которые работают. Они года 2 уже или 3 ведут работу по плотности арки. Ведь в народе опять думают, что это плотное сооружение. Да ничего подобного, это дырка, вот, закрытая только бумажкой. Вот. А, я не так говорю, фиговым листочком прикрытое срамное место, и все. Видать, не видно, а место есть. Вот. Так вот, они заключили договор с Институтом технической теплофизики Академии наук. Вот. И они не дырки начали считать, вот, как вот на старом объекте считали там квадратные метры, много, мало и 5-10. А никто их, этих квадратных метров, не видел. Ну, щель просто такая. Вот. Они новую методику разработали и посчитали неплотность, утечку воздуха. Вот. В объект укрытия, в объекта подарку, в зависимости от ветра и скорости ветра, с одной стороны поступает воздух, а с другой стороны уходит. Вот. Так вот, выброс у них будет вот, 500 мегабеккерелей. А станция получила разрешение на 700 мегабеккерелей. Вот. Так этот вынос будет, там у них максимальный ветер 7 метров в секунду. 7 метров в секунду. Вот. Ну вот я смотрю недавно. Недавно у нас было 15, 20 и так далее. Ветер не смерч. Вот. И идет хороший вынос. Уже близко к разрешенному. Вот. Из подарки. Вот. И объект еще закрытый. Если мы открываем объект, то там все это значительно, зольная активность ухудшается. Вот. То есть арка не герметичная, она никогда, когда вот СИП рисовали, то Молитор тогда говорил, контаймент назвать нельзя, это не контаймент. Вот. И он придумал, это его придумка, конфаймент. Вот. Ну, конфаймент. То есть это отнюдь не герметичное сооружение. Вот это второй момент. Вот. А нет, это все первый, только 1А, 1Б. Вот. Теперь второй момент. Вот. Выступление Костенко. Я очень доволен, что Костенко все-таки согласился присутствовать там. Вот. И он рассказал, как создавался СИП. СИП создавался под непосредственным руководством президента Кучмы. Вот. С Кучмой я не один раз, он приезжал сюда, помпы какой-то, никакой не было, у него был рабочие визиты. Он приезжал, ему, президенту, инженеру по образованию, ему было интересно. Вот. И когда последний раз мы встречались, как раз перед моим снятием, вот, он мне сказал, опять пугать будешь? Я ему говорю, Леонид Данилович, чего вас пугать, вы же инженер, вы же так понимаете все. Вот. И в тот же приезд он действительно понимал. В тот же приезд два наших академика начали президента уговаривать, убеждать, что надо прекращать выбор вариантов, а мы тогда, объект тогда жестко встал, что мы должны арку и раму КИЭПа довести до одной стадии проекта. Арка была вообще в виде картинок, а КИЭП дал где-то в районе эскизного проекта. Ну, их просто нельзя сравнивать было. Вот. И мы наставили на том, что давайте доведем до одного и сделаем выбор.
Вот. Ну, банк против был. И они пытались Кучму убедить. Вот. Как только они это все рассказали, я Кучме сказал, ну, очень коротко, вот то, что сейчас я говорю, что их надо довести. Он же инженер, то есть он понимает, что такое проект. Вот. Я ему говорю, довести до одной стадии проекта и потом делать выбор. Вот. Кучма им говорит, пусть работает. Костенко вчера рассказывал. Вот. Кучма непосредственно занимался СИПом. И все, кто с нами работал, знали, что Костенко – это представник президента. И на одном из, когда вот определяли 50 миллионов вносить или 100, от нас Запад требовали, чтобы мы внесли 100 миллионов. А мы настаивали, что 50 плюс вещественный взнос. Мы же порядка 10 миллионов внесли вещественным. И когда нас разогнали, эти молодые люди сказали, а что я буду носки считать, эти электроды считать. Не свои же деньги. Пускай бюджет платит. Ну, бюджет и начал платить. Вот. Так Кучма, Костенко вышел, сказал, я сейчас позвоню, вышел, позвонил, пришел и сказал, президент 50. Все, разговоры все прекратились. Вот. Так вот сейчас надо тоже, чтобы, вот он про это и говорил, должна быть відповідальна особа від України. Обозначено. Вот. Естественно, ну, без разницы, Кабмином, президентом, но сейчас президент всем рулит, ну, президент пускай обозначит. Вот. Відповідальну особу. Вот. И тогда, может быть, что-то сдвинется. То есть второй момент, который вот я вынес из этого круглого стола, Костенко, но он сейчас тоже не при владе, вот. Костенко напомнил всем нынешним руководителям, что проектом надо управлять. И управлять не на уровне мастеров, и не на уровне директора станции. А как мы управляли СИПом? И получили СИП. Почему 2 миллиарда? Потому что с самого начала там все, кто наружу, они понимали, что 700 это просто так, начало. Вот. Поэтому получили 2 миллиарда. Вот. Вот это второй момент. И третий момент. Представник этого Европейского банка сказал очень ясно и понятно. В конце даже повторил он это дело по-русски. Вот. Сказал очень понятно. Если Украина не будет обеспечить эксплуатацию тех объектов, которые сооружены за грантовые деньги, то больше вы ничего не получите. По арке они точно там вот такой том ремонтных работ по арке. Вот. Они отстают уже от технического обслуживания арки. Вот. Поэтому 100 лет там не будет. Но ныне живущие не увидят это. Вот. Но детям, конечно, свинью мы хорошую подкладываем, вот, если так вот будет продолжаться. Вот. А я другое там вспомнил. Новую котельную мы построили за грантовые деньги. А пан Грамоткин ее взял, остановил. И я тогда им писал, и ругался, что вы делаете, ребята. Ну, чисто по, ну, как это сказать, по физике, вот. Сжигаем газ, получаем тепло. Из тепла получаем электроэнергию. Из электроэнергии получаем тепло. Вы хоть раз так посмотрели КПД? Поэтому газ и тепло, мне главный энергетик тогда говорил, мы с ним говорили долго, писал мне, до сих пор у меня есть переписка. Он мне пытался доказать, что отапливать электричеством дешевле, чем прямо газом отапливать. Вот. Ну, остановили котельную, построили за чужие гроши, остановили, не нужна. Вот. Ну, зачем нам эти Ранда и прочее? Вот. Не нужна. Вот. Поэтому я не знаю, чего этот Кулишенко имел в виду. Ну вот пример есть. Построили котельную и остановили. Вот. А сейчас отапливают
всю площадку отапливает электрикой. Вот. Я говорил уже, ну, неохота мне фамилию называть, не надо. Вот. Я уже разговаривал там с властимущими. Вот. Так у них, кроме того, что котельную сейчас уже не знают, как восстановить, а уже их из сетей уже нету. Вот. Поэтому, ну, проехали, все. Вот. Вот 3 момента. Первое, просто выставки. Вот. Первое, основная задача была и есть, и зафиксирована, кстати, в НРБУ. Вот. Это работа с топливом, приведение топливосодержащих масс сначала в контролируемое состояние, а затем еще что надо. Сейчас почему-то в мозги всякие внедрили следующее. Надо вылучать, извлекать надо. Куда? Во-первых, объект укрытия он есть, и он будет. Ну, извлечешь ты это топливо. Ну, все, что это остается. То есть, это, по-моему, из этого грязного дела брать и переносить в другое грязное дело. Вот. Но то будет по проекту, а это не по проекту. Вот. Но там будет грязь, и тут будет. Мне просто нравится, ну, в мое время, сейчас я не знаю, как они относятся. Может, они считают, что там зеленую площадку можно сделать? Вот. Не знаю. И не уверен, кстати. Может быть, считают. Но никакой зеленой площадки там в принципе быть не может. Там территория загрязнена, вся десятка грязная. Вот. И грязная она, плутония, мериций, ну, помнят, наверное, кое-кто периода полураспада. Вот. Надеемся. А Рождество Христово было всего только 2000 лет назад. А что мы помним 2000 лет назад? А там будет десятки тысяч лет назад. И вот те люди про нас будут только про это грязное пятно говорить. Ай-яй-яй, что ж там за люди были такие? Дикари. Оставили нам. Вот. Поэтому первое, значит, это ТСМ. Это основная опасная работа. И пока мы с ТСМ не разберемся, по извлечению, вот, все нижние отметки в объекте укрытия, они же чистые. Будь ласка, делай там эти хранилища. Ну, и там В центральном зале в бочке это складывай. Туда, ну, как угодно можно это все делать. То есть обеспечить нормальное, нормативное хранение прямо внутри объекта. Нужна еще гидроизоляция, ну, там же чисто все. Ну, сделай еще одну гидроизоляцию. Вот. Хотя объект и сейчас не течет. Когда он был с водой, по скважинам там так и не видно было, что он течет. Поэтому вот это первое. Вот. Второе, в части ненужности, вредности. Вредности – это просто лишние дозы затрат, и они никому не нужны. Вот. По демонтажу трубного наката, клюшек и прочее. Вот. Я вот вчера говорил про это. Если, ну, помню, мы, кстати, эти опоры укрепляли. Первая работа у нас была по СИПу. Вот. Если убираешь балки эти, то стена на 50-й, гуляет. Она же сейчас опирается, держится балками. А что ее будет держать? Будет ай-яй-яй, надо убирать эту стену. Да, убрали. Дальше эти колонны дыра-монтажерки, они же взрывом на 1,5 метра ушли в сторону ряда А. Вот. Держится сейчас клюшками через вспомогательную эту. Вот. Уберешь ты все это дело. Что с ними будет? Поедут дальше. Укреплять надо опять. То есть опять надо укреплять или разбирать, или что. Вот. И к чему придешь? То, что я там говорю. Вы придете к тому, что всю эту грязь вскроете и сделаете горячую камеру. Я сейчас только подумал, многие, может, не понимают, что такое горячая камера. Вот. Сделайте горячую камеру. Вот. Камеру, в которой находится открытое топливо. И все. Ну, обычно эти горячие камеры
ну, несколько кубических метров, несколько, а тут тысячи. Все уникально будет. И третий момент. Ну, в смысле, дурная работа по трубному накату. И третий момент, это вот то, что банк говорит. Что, ребята, демонстрируйте, что вам передали, что вы им пользуетесь, и оно находится в исправном состоянии. Демонстрируйте это. Пока не демонстрируем. И после этого говорить, дай гроши. Ну, дай гроши. Это я не буду называть никаких фамилий, кроме Янки, вице-президент Европейского банка. Первые разговоры были, Костенко тогда их вел, представлял Украину. Вот. Пригласили директоров атомных станций, там обсуждались не только объекты укрытия, а обсуждались вопросы по компенсации остановок этого самого и повышения безопасности Хмельницкой и Ровенской станции. Вот. Пригласили тех директоров всех. Вот. Ну, длинный разговор был. Это. Потом один из директоров вот, говорит, Янки говорит, потому что Янки все время пытается объяснить украинской делегации, так вы документы дайте. Дайте документы, что вы хотите делать, какие вам... Вот. Один из директоров говорит, какие документы? Мы знаем, что там делать, вы деньги дайте. Сейчас та же самая осталась, это самое подход. Мы знаем, чего делать-то. Опять наштампуем вот это чего-нибудь. Вот. Дайте деньги. Ну, поскольку Запад уже имеет опыт работы с нами, вот вчера представник очень ясно и понятно сказал. Вот. Ну, я, конечно, ну, со всеми тоже. Вот. В то, что этот разговор принесет какую-то... ну это уже вне этого техники. Вот. Я там, ну, прорвалось у меня это все, вот. Начал говорить о том, что кругом временные люди сидят. Вот. Директор, АЗО, Минэкологии, кругом все тимчасовые. Вот. Что с них спросить можно? Ничего нельзя спросить. Что они могут сделать? Ничего не могут сделать. Вот. Каждый из них убеждает начальство. Вот я тут сижу, все отлично. Вот. Станция ж не устает, говорит, мы безопасны. Вот. Ну, безопасно, в бюджете денег не хватает. Вот. В решение это попало. Ну, они не так сформулировали, как я, но смысл такой, вот, что устойчивость или стабильность кадров надо обеспечить. Вот такое там записали. Вот. Так вот, по этому решению, ну, не знаю я. Вот. Я официальный документ подожду, и я, наверное, со своим комментарием сброшу это в офис. Вот. Потому что вчера администрация зоны опубликовала приказ. Результат того шума, который поднял вот этот блогер, вот, я писал в Минэкологию, вот, СБУ там занималась, то есть привлекли внимание, вот, и результат. Вот так же я хочу привлечь внимание туда, в офис, единственное пока, ну, действующее, что ли, или подобие действующего, вот. Ясно. И, ну, обратите внимание, что, ребята, что вы... Я им один раз писал это, но офис вообще красиво поступил. Когда Зеленский в Глазго докладывал по экологии, вот, он там, ну, говорил много и политики, там есть у него и это. Вот. А кроме этого, там есть одно предложение. Вот. Что сейчас в зоне отчуждения все отлично, восстанавливается природа, фауна, все отлично. Я им сразу написал, что сам доклад мне понравился, он мне на самом деле понравился. А вот эта фраза
привожу им. Вот. Она совершенно лишняя и неправильная. И говорю, почему неправильно. Вот. Первое. Стронций и цезий. Стронций наиболее растворимый элемент по сравнению с цезием. Вот. И сейчас идет разрушение топливной матрицы и освобождение стронция. Вот. И идет усвоение стронция растениями и животным миром. Вот. Стронций. Америций. Америций наиболее растворимый элемент из трансуранов. Сейчас идет накопление америция. И это накопление будет продолжаться до 1956 года. Вот. Идет освоение америция, опять-таки этой цепочкой всей. Вот. Я кандидат биологических наук, есть у меня знакомый. Я ему позвонил, Зоню работает. Я ему позвонил. Вот. И спрашиваю, вот, ну, фауна там расцветает, флора, фауна, все кругом. Цветет и пахнет хорошо. Вот. Я вас спрашиваю, у вас какие-то перспективы, вы знаете по состоянию зоны? Вот. По мерицию это я ему сказал, а по стронцию он мне сказал. Вот. Значит, первое, по животному миру. Он говорит, по животному миру там идет очень большая миграция. Поэтому мы просто не знаем, он вчера сюда пришел или 2 года уже тут живет. Вот. Идет большая миграция. Белоруссия, соседи все эти. По растениям, да, сейчас, говорит, идет усвоение вот этих элементов радио. Вот. Но перспективы для нас пока в тумане, поскольку никаких исследований не проводится. Поэтому, ну, пока вот так. К сожалению, во Владе сейчас вообще в принципе нет инженеров. В принципе нет инженеров. Вот эту арку вот, согласовали 2 финансиста. Вице-президент ЕБРР и финансист Ющенко. Вот. Против арки Академия строительства. Очень много было возражений. Академия наук была. Объект укрытия. Наших подписей под аркой нету. С объекта. Толстоногова подпись там есть. Вот. Я отказался подписывать. Гора тоже отказался подписывать. Вот. И наших подписей там нет. Меня это несколько успокаивает. Ну, да. Что я не запачкался. Вот.